Друзья, зрители, я в Выборге, Ленинградская область. Сегодня воскресенье, 7 сентября. Очень хорошая погода, чтобы прогуляться по этому замечательному историческому городу. Поэтому приглашаю вас сюда и давайте вместе посмотрим на этот красивый город, на его улицы, здания и исторические сооружения. Вот, виску тянем, зафиксировались, отпустили пальцы. Вот. Вот там, да? Все, спасибо. Спасибо большое. Можно по этой? Надо с правой стороны. Что еще? Я не хочу, не хочу.
Даю тебе 5. Ребята, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из уральской столицы Екатеринбурга. Сегодня 9 сентября, вылетаю из северной столицы Санкт-Петербурга в Москву. Вылет в 19 часов, прилет примерно через 1,5 часа авиакомпании «Победа». Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 24 градуса. Вообще начало сентября выдалось аномально теплым, поэтому я здесь на северо-западе. Из прошлых обзоров вы помните в Калининграде, и сейчас в Санкт-Петербурге отдыхаю. И в Москве тоже должна быть такая хорошая погода для комфортного отдыха. Погода, как вы видите, нормальная. Полететь мы должны тоже без задержек. Сейчас сделаем небольшой обзор аэропортовой площади и посмотрим, как выглядит терминал аэропорта Пулково изнутри. Вот вы видите старый терминал, 5 стаканов так называемый. Примерно 4:30, плюс 24 градуса. Здесь традиционная стоянка самолетов авиакомпании «Россия». На 3-м этаже появился отдельный вход для пассажиров без багажа.
Тут же стойка регистрации для пассажиров без багажа, авиабилеты, пункт питания и стойки регистрации. Перед вылетом можно посмотреть на виды Санкт-Петербурга. Вода 140-150 рублей. Другие напитки 315 рублей. Это очень много, мне кажется. Стойки регистрации. Это вот возле первого ряда. Наверное, он так называется. Добрый день. Что вы ищете? Скажите вслух или не печатайте. Онлайн-табло. Поиск. Онлайн-табло. Нашел. Так, смотрим наш рейс. Вот наш рейс. Стойки 17:20. В центре зала появилась цветочная инсталляция. Цветы искусственные. Также можно еще раз посмотреть на виды Санкт-Петербурга. И вот тут нашлось место для поцелуев. Я такого первый раз вижу. Сувениры, подарки, если вы не успели приобрести их в городе. Так, друзья, теперь смотрим внимательно и видим, чего мы не видим, а именно ангелочков с крыльями. Я пока ни одного не нашел. Видимо, их убрали. А вот так нынче выглядит стойка информации аэропорта. Сделана в старорусском стиле. Видимо, здесь произошли какие-то изменения в аэропорту и что-то начали делать по-другому. Airline 6941, вылетающий в Москву. Уважаемые пассажиры, с посадкой на рейс авиакомпании «Россия» 6498 и авиакомпании «Аэрофлот Российские авиалинии» 6498, вылетающие в Москву. Выход на посадку номер 6. Минуты было изменить. Приготовьте, пожалуйста, паспорт и посадочный талон. Разрешите пассажирам коридором для посадки. Желаем вам приятного полета. Attention please, boarding for Russia flight 6498 and Aeroflot flight 6498. Aeroflot bonus program sponsors. Нет, стояла это We wish you a nice flight.
авиакомпания, пассажиры Кубалдина, Ушакова, Дмитриева, пассажиры Кубалдина, Ушакова, Дмитриева, Кислица, Бандитская, улетающий рейсом авиакомпании Победы. Внимание! Выход на посадку рейса авиакомпании «Победа» 68-22, передающий в Москву из Минска. Новый номер посадку 14. Так, изменили выход на посадку нашего рейса на 14. Идем туда. Был вот здесь 11, стал вот там 14. Внимание! Пассажиры рейса авиакомпании «Победа» 68-22, прилетающих в Москву, вас просят срочно пройти на посадку к выходу номер 14. Номер выхода был изменен. Авиакомпании «Победа». Обращаем ваше внимание, что по правилам авиакомпании приятно занимать места, указанные в посадочных салонах. Дамы и господа, наша победа на главная услуга перед... которые расположены впереди, в хвостовой частях самолета. Ближайший аварийный выход может находиться позади вас. При выпадении кислородной маски потяните ее на себя, прижмите к носу, рту, дышите нормально. Путешествуя с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ремень безопасности должен быть пристегнут и затянут. Когда включено световое табло, пристегните ремни. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Использование аварийно-спасательного оборудования детально изображено в инструкции перед вами. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the safety demonstration. Желаем вам приятного полета.
хвостовую части самолета. Выход будет осуществляться по подземным трапам. Автобусы доставят вас в здание терминала. Пожалуйста, не забывайте с собой свои личные вещи. Убедитесь, что вы взяли свои документы и мобильные телефоны. Мы благодарим вас за полет и будем рады новой встрече с вами. Напоминаем вам, что самые низкие цены на наши рейсы и отели бесплатно доступны на нашем сайте flyvd.ru. Благодарим за внимание, желаем вам всего доброго. Мы будем очень рады видеть вас снова. Желаю всего доброго, приятной встречи, хорошего вечера. До свидания. До свидания, спасибо за рейс. Ребята, зрители прилетели в терминал Д аэропорта Шереметьево, Москва. Очень короткие итоги. Компания Победа, пятерка. Пулково и Шереметьево тоже отлично. Здесь погода немного прохладнее, плюс 19. На 5 градусов ниже, чем было в Санкт-Петербурге. Сейчас поймаю какой-нибудь тот общественный транспорт и поеду в Москву. Всем хорошей погоды, наверное, уже зимней. Пока. Наш самолет
Самолет совершил посадку. Пожалуйста, поаплодируйте нашим пилотам. Они большие молодцы. Был прекрасный полет. Кстати, место пилота освободилось. Заходите в самолет. Вас ожидает регулярная студия. Мы готовы совершить полет именно с вами. Экипаж легендарного самолета Як-42.